Раз уж вы заговорили о высказываниях Христа в Елеонском послании, которое содержится в Евангелии от Матфея 24, Евангелии от Луки 21 и Евангелии от Марка 13, то позвольте мне быстро сказать кое-что об этом. В этом контексте апостолы приходят ко Христу и спрашивают его о строениях Иерусалима. Он только что вышел из храма. Матфея 23 говорит о том, что Иисус только что вышел из храма. И вот они на Елеонской горе, смотрят на храмовую гору и здание в Иерусалиме. Ученики обращают на них его внимание и говорят: «Господи, посмотри на все эти прекрасные здания» и так далее. А Иисус говорит: «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне». И это заставляет их спросить, когда же все это произойдет и каков будет конец века. И вот в контексте этого Иисус говорит с некоторым разночтением в разных повествованиях, в зависимости от того, какой акцент делал автор Евангелия. Но они говорят, что Иисус сказал: «Никто не знает ни дня, ни часа, ни ангелы на небе, ни Сын, а только Отец». Здесь следует обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, это не ислам, чтобы интерпретировать это как угодно. Иисус здесь категорически отличает себя от людей и ангелов и ставит себя выше их. Никто не знает, ни люди, ни ангелы, а затем он говорит, что даже Сын не знает. Но как объяснить, что он говорит, что не знает ни дня, ни часа, если на самом деле он Сын? И здесь мы должны вспомнить, что значит называть его Сыном Божьим. Это слово не употребляется в биологическом смысле. Библия отвергает это так же ясно, как и Коран. Вы знаете, Мухаммед ошибочно полагает, что иудеи и христиане верят, что Иисус – это продукт биологического деторождения или сексуальных отношений. Но Библия, конечно, этому не учит. Христиане в это не верят. Христос был зачат в чреве матери силой Святого Духа, согласно пророчеству, а также согласно его исполнению в Евангелии от Матфея 1, в Евангелии от Луки 1 и так далее. Поэтому, когда Новый Завет говорит об Иисусе как о Сыне Божьем, он явно подразумевает это в божественном смысле. Например, в Евангелии от Иоанна 5, 17 и 18 Иисус называет Бога своим Отцом и утверждает, что делает то же, что и Отец. А именно, занимается провидением, поддерживает мир, творит чудеса и так далее. И это приводит к тому, что иудеи хотят убить его, потому что, называя Бога своим Отцом, он, как написано, делает себя равным Богу. Таким образом, претензия на сыновство со стороны Иисуса была претензией на равенство. Как же Иисус, называющий себя Сыном и отождествляющий Бога с Отцом, что в исламе не принято, может говорить, что он не знает ни дня, ни часа? Здесь важно помнить, что Иисус изначально говорил на древнееврейском и арамейском языках. Арамейский был обычным языком общения между евреями. Иврит был языком ученых, на нем говорили в синагоге и так далее. Иисус, очевидно, знал иврит. Например, в Евангелии от Луки он встал и прочитал свиток Исаии, а это мог сделать только тот, кто умел читать на иврите. Но в иврите и арамейском языке существует грамматическая форма, известная как каузатив. Это когда человек говорит или использует слово «знать», и это не всегда относится к когнитивной информации или интеллектуальным данным. Так, например, это не пример каузатива, но пример того, что слово «знать» используется иначе, чем просто интеллектуальное знание. В Бытие 4 говорится: «Адам познал жену свою, Еву, и она зачала и родила сына». Очевидно, это не означает, что Адам интеллектуально познал Еву, и в результате этого она забеременела. Речь идет о том, что он вступил с ней в интимные отношения, в результате которых родился ребенок. Точно так же в книге Амоса Бог говорит об Израиле. «Только тебя я познал из всех племен земли». Это означает, что Бог любил их. Он любил Израиль как свой особый народ. То есть слово «знать» может использоваться по-разному. И я только что привел еще один пример этого. Но когда используется каузативная форма этого слова, то оно означает «сделать известным». Теперь, чтобы упростить задачу, я не хочу тратить на это все время, поэтому я хочу перейти к Аллаху. Но у вас есть пример того, о чем я думаю. В первом послании к Коринфянам, глава 2. Павел пишет по-гречески, но он говорит на иврите и, очевидно, мыслит по-еврейски. Но в первом послании к Коринфянам Павел обращается к проблемам Коринфской церкви и говорит:
«Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Итак, что же говорил Павел? Я ничего не знаю, кроме того, что Иисус был распят? Нет. Павел не говорит, что он не знает, кто он такой, кто такие коринфяне или миллион других вещей. Павел говорит: «Я решил сделать это известным, эту великую реальность и ее последствия, только потому, что вы, ребята, не можете правильно понять и применить ее к своей ситуации». Павел не говорил, что он не знает ничего другого. Он говорил, что не собирается сообщать ничего другого. Теперь, перенося это на слова Иисуса в 24 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус говорит: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы, ни сын, а только Отец». Он хочет сказать этим, что никто не имеет права знать о том дне. То есть по контексту Иисус имеет в виду пришествие, его будущее пришествие, чтобы принять свою невесту. Он даже приводит притчу о 10 девах, если помните, и о женихе. Он явно говорит о приходе жениха за своей невестой. И в этом контексте он говорит: «Никто не имеет права оглашать день тот». В иудейской культуре, когда сыну приходило время идти за своей невестой, право объявить об этом дне народу принадлежало только отцу. Сын не мог сказать людям, когда наступит этот день. И поэтому все, что делает Иисус в Евангелии от Матфея 24, это говорит: «Я сын, он отец». Это его прерогатива как отца объявить этот день людям. Вот почему в этом отрывке не опровергается идея о том, что Дух знает день или час. Потому что Иисус говорит о прерогативе Отца объявлять этот день, что является прерогативой Отца. И это, кстати, подтверждается в Деяниях 1, когда ученики спросили Иисуса: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израиля?» И Иисус сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Он говорит: «Ты только будь занят делом, которое Бог поручил тебе». То есть это прерогатива Отца сделать этот день известным. Вот как я отношусь к этому отрывку. Классический способ, которым люди обращаются к этому отрывку, заключается в том, чтобы объяснить его с точки зрения двух природ Христа. Я думаю, что это работает отчасти, потому что Христос, очевидно, имел божественную природу и человеческую природу. И его человеческая природа действительно была человеческой. Он спал, он плакал, он умер в своей человеческой природе. Это была настоящая человеческая природа. И поэтому с этой точки зрения он мог расти, учиться и так далее. Но я не думаю, что такое толкование согласуется с контекстом. Потому что такое объяснение не объясняет, почему Дух не включен туда. Потому что речь идет не об интеллектуальном знании, а о декларативном знании.